Всем привет, с вами Фотогир и я Виктор Брусков. И сейчас я нахожусь в очень живописном месте. Это рыбацкая деревня, находится она в Рязани. И здесь я для того, чтобы показать вам, как снимать на смартфон Sony Xperia в ручном режиме. Потому что вся сила смартфонов Sony Xperia раскрывается именно в ручном режиме. Вся фишка смартфонов Sony заключается в том, что у них есть отдельная кнопка, которая запускает приложение для фотосъемки. Также она является кнопкой спуска затвора. И она соединена с приложением Photography Pro. Именно это приложение и нужно использовать для того, чтобы получить максимальное качество. Это приложение разделяется на две части: Basic и Pro. Я советую снимать в режиме Pro, потому что в режиме Basic вы получаете просто кнопку на экране и снимаете так же, как на любой другой Android смартфон. Весь смысл снимать на Sony Xperia пропадает. Почему же нужно снимать в полностью автоматическом режиме? Потому что мы можем взять под контроль нашу экспозицию. То есть выбирать, будет наша сцена светлой или она будет темной. Для того, чтобы снимать на камеру, нам нужно выставлять выдержку, диафрагму и ISO. Но на смартфонах, на абсолютно всех смартфонах диафрагма фиксированная. Да-да, вы не ослышались, она всегда фиксированная. И единственное исключение — это как раз вот этот смартфон, который у меня в руках, Xperia Pro I. У нее диафрагма переменная. Но даже на этом смартфоне я не рекомендую переключать диафрагму и всегда снимать на открытой диафрагме f2, чтобы получить как можно более художественный эффект. И получается, что если на камере нам нужно менять сразу 3 значения, то на смартфоне остаются всего 2. Это выдержка и ISO. И самая сила заключается в том, что мы можем выставить базовое значение ISO. Например, в Xperia Pro I это значение ISO 100 и 64, если мы говорим об ультраширике и о телеобъективе. На основном объективе изначально ISO 100, вот его мы и оставляем. И получается, что чтобы регулировать экспозицию, мы двигаем только выдержку. То есть, меняя выдержку, мы как раз и задаем то, будет наш кадр светлым или темным. Меняю значение выдержки и выбираю, будет снимок светлее или наоборот темнее. И могу ориентироваться на гистограмму, которая изображена на дисплее. Самое главное, что эта выдержка не будет скакать сама по себе, как в смартфонах, которые полагаются на вычислительные мощности. Здесь, в смартфоне Xperia, мы опираемся на железо, и поэтому извлекаем максимум, как раз регулируя ее вручную. Тем более приложение помнит мои последние настройки. Я могу сделать быстрый снимок, как будто я снимаю в автоматическом режиме, всего лишь регулируя значение выдержки. Единственное, что нужно учитывать, что если освещение станет темнее, то придется поднимать значение ISO. Либо найти для себя упор и снимать с той выдержкой, которая как раз правильно проэкспонирует кадр, но при этом не поднимая значение ISO. Потому что ISO мы хотим поднимать в самую последнюю очередь, чтобы не получать шумов на фотографии. Ну и, конечно, нужно помнить, что длинная выдержка приводит к смазам на фотографии, особенно если ваш объект быстро движется или если у вас нет штатива. Поэтому, если хотите снимать на длинных выдержках, то лучше использовать какой-то штатив или мини-штатив, который можно закрепить на любой поверхности. Допустим, сейчас я нахожусь в темных условиях, и я хочу снять маяк, так сказать, вверх. И здесь у меня на ультраширокоугольном объективе 16 мм минимальное значение ISO 64. И я не хочу поднимать значение ISO, как раз чтобы у меня не полезли шумы. И для этого я оставляю ISO неизменным и выставляю выдержку полсекунды. А для того, чтобы кадр был у меня не смазанным, я упираю ее в стол и тем самым как раз избегаю той самой шевеленки, при этом получаю очень редкий снимок без шумов в темных условиях.
Ну а если вы хотите знать, как снимать в полностью ручном режиме на камеру, то советую посмотреть вот это мое видео. Называется «Выдержка диафрагмы ISO». Там я как раз подробно рассказываю, при каких случаях какие значения мы используем, а также привожу примеры собственных съемок, где вы сразу поймете, что при такой съемке нужно выставлять такие параметры, а при другой — другие.